Я родился и вырос в Воркуте, и прожил здесь первые 20 лет своей жизни. Вторые 20 лет я не живу в этом городе, просто приезжаю навестить семью, маму, сестер, побыть здесь, в этом городе. Я 17 лет здесь не живу, но я практически все эти годы очень часто в своей голове возвращаюсь в события, которые происходили здесь со мной в детство, в юность, в какие-то студенческие годы, которые здесь начинались. В Воркуте когда-то жило очень много людей. Там был период, когда их было здесь 200 тысяч. Сейчас, может быть, 50. И очень многие дома пустуют просто. Там никто не живет. Целый квартал или поселки закрыты, их закрывают. И мне кажется, это выглядит ужасно. Это апокалиптично выглядит. И, может быть, кого-то даже пугает. А мне кажется, что метафора в том, что в Воркуте происходило очень много классных событий. Это очень дико интересное место. И оставленные эти дома, поселки, кварталы, они как бы последние свидетели классных событий, которые здесь происходили. И как бы метафора заключается в том, что нужно постараться сделать что-то, что позволит, даже в таком виде, чтобы это сохранилось, чтобы город в покинутом виде он был. Потому что вот я не знаю, приходил в здание школы, где я учился, в заброшенной, и у меня сразу же, ты заходишь на второй этаж, у тебя выпрыгивают воспоминания каких-то вещей, которые были в этом кабинете, здесь, там, в учительской, в раздевалке, в спортзале. И это какая-то память, которая вот с тобой оказалась, воспоминания, которые с тобой оказались, потому что ты, вот в этом месте ровно оказался. Сохранять пустоту, это значит, мне кажется, как-то стараться сделать так, чтобы про место, где было, как мне кажется, очень много хорошего случилось, чтобы люди не забывали про это хорошее. То есть Воркута для приезжих каких-то блогеров кажется страшным городом, где там никто не живет, и заброшенные поселки. А для меня это город с заброшенными поселками, где было так много крутого, так много интересного, так много доброго, каких-то событий или общих переживаний с друзьями, с одноклассниками. И вот эта пустота, для кого-то она свидетель разрухи, стагнации, а для меня это возможность окунуться в суперприятные воспоминания. Поэтому, нужно сохранять даже вот в таком виде хотя бы эту пустоту. Вот туда, мне кажется, отсылка.